Водолей. Обзор энергии для вашего знака зодиака на начало августа. Коридор затмений, новолуние 12 августа. И такое грандиозное событие, солнечное затмение. Сейчас вытащу для вас карту «Компас души», из колоды «Компас души». Да? Почувствуем сейчас о чем. Кто-то из водолеев, кто меня смотрит, это индивидуальное послание, общее сейчас дальше будет головокружение, да, много энергии идет, и кто-то из водолеев не понял до конца, что с ним такое происходит, да, идет такое послание, не кипишуй, водолей, займись практиками, сходи, может быть, к помогающему специалисту, который расскажет тебе, что с тобой происходит, потому что это про энергию идет, да, что это идет большой такой, обновление энергетическое тело, и кто-то из водолеев не сталкивался с такими еще симптомами, вот, и думает, что с ним что-то не так. А на самом деле это вот такой апгрейд энергетический. Выпали карты, во всех раскладах карты выпадают сами у меня в этих посланиях на эту неделю, на начало августа. Вот. Простота, благодать и устойчивость. 3 карты для вас. Водолеи. Так, сейчас посмотрю, что такое. Так, значит, расшифровываю. Простота. То, что имеет самое большое значение, как правило, тихое. Благодать. Позвольте благодати двигаться через вас, словно поток воды. Благодать — это про положительные энергии, про настройку со своей внутренней чистотой, со своим внутренним миром. И это даст устойчивость, да, то есть простота плюс благодать дает чувство устойчивости, в том числе эмоционально, да, то есть если кто-то из водолеев, кто меня смотрит, вообще в целом коридоры затмения, они, как правило, непростые могут быть энергетические, потому что там идет большие прокачки и Земли, планеты в целом, да, и людей. И даже если человек думает, что на него это не влияет, но, как правило, оно на каких-то тонких планах может менять. Вот. И здесь такая надпись в устойчивости, что для тех, кто устойчив, двигаются даже горы. Да? То есть это о чем? О том, что когда вы находитесь в контакте с собой, в союзе со своей внутренней простотой и благодатью, то вы получаете эмоциональную устойчивость и гармоничное состояние покоя. Да? То есть покой в данном случае это не про «а мне все равно», да, это про внутреннее состояние, знаете, вот, внутренний мир, да, то есть что бы ни происходило снаружи, мне всегда в порядке, мне хорошо, и философское такое, знаете, отношение мудреца, философское отношение к событиям и рассматривание себя, уход в глубину свою, не с точки зрения найти там что-то негативное, да, а найти действительно умиротворение. В конце этого видео я вытащу цифровое послание. Вот, а сейчас по Таро посмотрю, что у нас для водолеев на начало августа. Кто-то из водолеев, кто меня смотрит, тоже такое для вас идет послание индивидуальное. Вы знаете, вы слишком много, как это делаете, из мухи слона, да, вот если так совсем. Очень много тревоги, суеты, там, где можно, знаете, действительно, вот показывают картинку как состояние слона, да, что такое слон, он большой. Даже если там какая-то гиена на него тявкает, он такой: что ты, гиена? Пойду по своим делам, да, то есть такое идет еще послание, поток для водолеев. Знаете, как не пытайтесь озадаченно смотреть на других людей в этот период. Каждый из знаков будет проживать какие-то свои внутренние изменения, но они все ведут к гармонии внутренней, да, то есть это не про вселенная там нехорошая или там творец что-то там, не, это все не про это про внутренние изменения, которые ведут человечество к гармоничному взаимодействию в первую очередь с собой и с миром вокруг, да, уважение к природе, да, 4 жезлов, победа. Это победа, знаете, в каком смысле? Это выход на новое. Но здесь не про сознание, а про жизнедеятельность, жизнеобеспечение, да. Вот, и если у кого-то из водолеев может такое ощущение, знаете, сложиться вот где-то на работе, например, или в каких-то других сферах, все больше не могу, как правило, это такой знак вам, да, присмотреться, точно ли вы правильно относитесь к тому, чем занимаетесь, да, то есть в целом для вас, водолеи, коридор затмения, начало августа
это новолуние позволит мягко пересмотреть внутренние ценности, внутренние отношения к каким-то внешним факторам, да, и открывается возможность по 4 жезлов и потенциал, знаете, стать спокойнее относиться. Вообще весь такой для вас этот расклад и этот обзор, он такой, знаете, про внутреннюю глубину, про внутреннее спокойствие. Знаете, метафорически выглядит так. Море может бушевать, наверху волны могут быть, да, там шторм, но когда на глубину смотришь, там нету ни одной волны. Рыбки по своим делам плывут, кораллики растут, водоросли покачиваются, да, то есть, да, там где-то сверху что-то происходит, но на глубине всегда тишь да гладь, да, там всегда спокойно, вот. И вот это, наверное, главный такой мурашки, метафорический образ для вас, водолеи, да, то есть относитесь к себе, как будто вы большая вода, которую невозможно вот так вот, знаете, заколебать. Вот почему возвращаюсь, да, к этой мысли о том, что многие люди будут проживать внутренние какие-то исцеления, внутреннюю гармонизацию. На поверхности она может проявляться как буря, как стихия, как шторм, у кого-то эмоциональные всплески, да, и водолей знающий, да, и выбирающий проявлять свою мудрость внутреннюю, он такой, ну хорошо, сейчас у человека вот так, а у меня как, да, там главное про себя, у меня как, у меня мир, у меня все спокойно, да, да, 2 жезлов, подтверждение, видите, он стоит на скале и смотрит на все как бы свысока, не в смысле, что он как-то круче, да, это нет, это не про это про то, что у него есть, знаете, скажем так, безопасная дистанция, да, которую водолей выбирает проиграть в этот отрезок временной, так сказать, дабы сохранить силы, дабы сохранить свой ресурс, да, и не вовлекаться вот в эти вот потоки трансформации энергии других людей. Туз жезлов, да, ну, это провидение. Все, что происходит у нас сейчас, это все божественный поток. Что такое божественный поток? Это все, знаете, как идеально сконструированные изменения, которые кто-то может отторгать, но это абсолютно, как-то, знаете, бесполезное занятие, да, для тех, кто уже постиг эту мудрость, эту глубину. Вы знаете, с точки зрения божественного какого-то творения, вы сейчас можете наблюдаете уникальный процесс эволюции, да, и это, знаете, вот как рыбка плавала, а потом у нее лапки отросли, и она начала первые шаги делать по поверхности, да, и вот отношение к этому как к чуду, да, ко всем этим событиям позволят вам еще кому-то из водолеев, вообще я вижу, даже кто-то пробудится, да, то есть он, ой, я так все плохо воспринимала, оно на самом деле, мурашки, кайфное, да, оно же на самом деле все здесь для нас делается, для меня, для человечества, да, и вот это осознание широты, глубины, в данном случае еще широты вот этого событийного ряда поможет водолею действительно, как, знаете, идет даже такой, тоже метафорически, переобуться в удобную обувь и дальше пойти уже, знаете, тык-тык-тык-тык, играючи. 4 чаш. Знаки. Водолей, обращайте внимание на знаки, какие-то символические, да, они вам сейчас, как, знаете, идет такое, это как подсказки с уровня высших сил о том, что все хорошо, да, что там не волнуйся, да, с точки зрения ума может казаться, что ой-ой-ой, а на самом деле все в порядке. И 8 жезлов, но в данном случае я читаю эту энергию, как вы окружены сейчас заботой и ваших гидов, и ваших ангелов, ну, то есть сейчас вообще все пространство для каждого знака таким образом устроено, что вас очень берегут, да, и это тоже важно помнить. 9 мечей. Кто-то из водолеев захочет поревить, это очищение, да, то есть здесь это может быть даже проявлено как вдруг ни с того ни с сего заревела, да, там, или заревел. Вот, знаете, как это, не отказывайте себе в возможности отпустить то, что накопилось, да, потому что через вот эти слезы выходит старое, то, что не нужно, да, и освобождается место для вот этого нового гармоничного состояния, да, Верховная Жрица. Для кого-то мощное послание, это, знаете, как послание души. Осознай свою причастность к этому миру и относись к ней как к чуду воспроизведения твоих уникальных кодов в мире. Ты нужен, тебя ждут. А кто ждет? Ангельские. Кого-то пробуждают.
Кого-то, кто меня смотрит, водолеи, вас прям пробуждают. Прям проснись, проснись. Давай, смотри, тут столько всего классного происходит. Вообще пробуждение — это классная штука с той точки зрения, что когда человек пробуждается, у него разрушаются эти старые парадигмы восприятия вообще себя и мира, да, и он начинает действительно видеть, что все на самом деле классно, да, еще раз все офигенно. Вот, поэтому это потому что происходит отождествление со старыми структурами вообще, понимания всего и принятия в том числе, да. Принятие в данном случае — это видеть снаружи, да, и понимать, раз это существует, значит, оно должно быть. Творец просто абы-да-кабы что-то здесь не создает. Да, 7 пентаклей. Постижение мастерства жизни. Интересно, еще что-то? Да, еще что-то. Постижение мастерства жизни. 4 пентаклей. Кому-то учитель, да, кто меня смотрит, идет такое послание найти какого-то внутреннего. Нет, кому-то, кто знающий, 11 у меня сейчас был на счетчике, знающим обратиться, вам подскажут. Уже есть достаточное количество пробужденных людей. Я тоже пробужденная и проживаю это уже там 9-й год. Пробужденных мастеров, помогающих специалистов, которые, когда человек потерялся, да, помогают вообще понять, что с ним происходит. И вот для кого-то идет обращение, да, обязательно, потому что вы уже сами не вытягиваете в одиночку такие сильные изменения, особенно если человек впервые с этим сталкивается, он не может это трактовать, ему может быть тяжело и страшно, да, и когда вы приходите к помогающему специалисту, они могут, так сказать, растолковать, что такое с вами на самом деле происходит, да, помочь идет. Это нужна карта? 2 мечей. Помочь выйти из закрытого состояния, да, то есть включиться в мир. Пробуждение — это еще включение. Включение прям, знаете, как шестереночки складываются, и вы начинаете понимать, что вы есть творец своей судьбы, своей реальности. И это очень приятное чувство, знаете, как взять штурвал своей жизни и больше не думать, что это там на океане волны, и вашу лодочку бросает туда-сюда, как щепку, а чувствовать, что вы можете обходить какие-то волны, где-то можете на нее и заехать, да, и ничего с вами не будет, именно ради какого-то, может быть, даже кайфа жизни, да, то есть как эти американские горки, но осознанные такие. Вроде все. Нет, еще что-то. Так, что-то я кого-то не той стороной положила сейчас. Просто столько сейчас энергии. Интересно очень. Вспомнила детскую игру «Карта Император». Море волнуется раз, море волнуется два. Ну да, Император — это становление, это все вам помогает сейчас становлению в материальном мире, в правильных каких-то ощущениях. Идет опять, знаете, послание состояния Творца. Хорошо, сейчас вытащу цифровое послание, это ангельские номера, да, для вас, водолеи, на первую часть августа. Если вам откликается мой труд, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, делитесь этим видео, пусть больше водолеев узнают хорошие новости, начинают понимать, что с ним такое происходит, да. Не как закрытыми глазами, как 2 мечей, да, ничего не вижу, ничего не слышу. Еще и закрылся, еще вот так вот мечами закрылся, да, человек, и такой, типа, скукожился, да, а на самом деле его в этот момент пробуют разбудить и сказать: откройся, смотри, как все красиво, да. 1-2, 1-2. Взять инициативу. Изменения, оптимизм, радость, коммуникация, сообщения, хорошие новости, выражения, высокие вибрации. Сконцентрируйтесь на том, что у вас уже есть, и это поставит все на свои места. Обращайте внимание на те благословления и все то хорошее, что есть у вас, и людей этих хороших, которые у вас есть. И вы найдете вдохновение и поймете, как двигаться вперед. Вы также можете скоро получить хорошие новости. Хорошие новости, водолеи. Хорошее послание, мягкое на самом деле, энергия очень мягкая, ощущаю от него. Прекрасно, с вами была Анна, это канал Дугу, дело добро будет. До встречи в моих следующих обзорах для вашего знака зодиака и прекрасного всем августа. Спасибо и пока-пока.